Привет! Вы снова на канале IT User Help, и в этом видео я хочу рассказать о двух крутых приложениях, которые необходимо иметь на смартфоне с операционной системой Android. Первое приложение будет затрагивать безопасность вашей системы, второе приложение будет касаться обработки фото на смартфоне. Итак, первое, которое касается безопасности системы, называется Exodus. Для этого перейдем в Play Market и в поиске английскими символами введем Exodus, так как видите на экране у меня, и нажимаем поиск. И вам нужно выбрать приложение вот с такой иконкой и от производителя, Exodus Privacy. Нажимаем, скачиваем, устанавливаем. У меня это приложение уже скачано и установлено, поэтому нажимаем открыть. И после первого запуска это приложение просканирует систему и просмотрит все приложения, которые установлены в вашей операционной системе, и вычислит, какие разрешения нужны и использует каждое из приложений. Как видите, у меня установлено некоторое количество приложений, и для каждого приложения Exodus отследил, сколько разрешений, какие трекеры использует каждое приложение. Давайте выберем. Ваша задача просмотреть каждое приложение, которое у вас установлено, и посмотреть, если есть какие-то сомнения в приложении, например, вот у меня есть какое-то приложение AirDroid, я нажимаю и смотрю, какие разрешения требуются для этого приложения. Как видим, это приложение требует 48 разрешений и 8 трекеров использует. Зачем следит это приложение? Это приложение следит за Facebook аналитикой, за Facebook логином, за тем, кому я поделился на Facebook. То есть, если я зайду на сайт Facebook с своего телефона, то это приложение может отследить, что и кому я поделился, расшарил. Рекламу Google тоже может отследить. Google аналитику. И 48 разрешений. В приложении обнаружены следующие разрешения. Читать сообщения, отправлять сообщения, получать сообщения, читать контакты, записывать в контакты, читать получение данных о статусе телефона. Как видите, вот здесь на русском и на английском написано. Поиск аккаунтов на устройстве, установка обоих, получение данных о запущенных приложениях, закрытие других приложений. В общем, список тут просто гигантский. И вот если нажмете на такой треугольник, то более подробно будет описание такого разрешения. В общем, очень большое количество разрешений. Что это означает? Это означает, что если вы не уверены в приложении, то вы можете зайти сюда и посмотреть, какие разрешения. Если среди всего списка нет ничего такого подозрительного или того, чего вы не хотите делиться, то можете оставить это приложение. Если есть что-то такое, чем бы вы не хотите делиться, либо чтобы приложение имело доступ, либо приложение не считаете достоверным и с надежного источника, то либо удалите приложение, либо можете зайти в настройки вашего смартфона и перейти в пункт приложения и уже выставить разрешение через вашу систему Android, то есть разрешение, и ограничить через операционную систему Android разрешение. Память можете разрешить, к примеру. Выставить самостоятельно вручную, какие разрешения хотите предоставить. С помощью этого приложения можно отследить некоторые шпионские, ну не некоторые, а все любые шпионские программы, которые установлены на вашем смартфоне. Ну, шпионские программы такого типа, которые, например, пересылают сообщения от WhatsApp куда-то, либо даже могут полностью рабочий стол, все, что происходит в момент
отсылать. То есть с помощью этого приложения вы делаете аналитику, то есть думаете, какие разрешения у этого приложения есть. И если их слишком много, то скорее всего, как вариант, это приложение шпионское. А если еще к тому же вы его не устанавливали, то есть если вы видите какое-то приложение, которое вы не устанавливали, и при этом у него много разрешений всяких, то с большой долей вероятности это какое-то шпионское ПО. Либо кто-то установил, когда взял в руки ваш смартфон, либо какое-то другое приложение установило это приложение, то есть вирус, другими словами. Так, и второе приложение, которое мы сегодня рассмотрим, интересное и полезное, которое пригодится всем пользователям смартфонов Android, касательно редактирования фото оно, так как в любом смартфоне сейчас есть супер качество камеры, и мы снимаем очень много фотографий на наши смартфоны, и редактировать неизбежно приходится фотографии. И чаще всего надо сделать быстро, а для этого нужно приложение на Android. Итак, мы также зайдем в Play Market, в поиске вписываем, так же как я, пишу unwanted object. Вводите так же как я ввожу remover. Нажимаем поиск. Так, что-то пошло не так. Давайте введем просто unwanted object. Unwanted object remover. Перезапустим наше приложение. Интернета нет, сорян. Включаем интернет. Все. Сорян. Заходим в Play Market и пишем так, как видите у меня, английскими символами. И нам нужно вот такое приложение. Обращайте внимание, из всего этого списка выбираем вот это приложение с таким значком от производителя Pixel Retouch Studio. Нажимаем, скачиваем, устанавливаем. У меня это приложение уже скачано, поэтому я просто открываю. Открыли. И для чего это приложение? Это приложение позволяет удалить объекты, нежелательные объекты из фотографий, либо картинок. Предположим, у нас есть вот такая фотография, мы хотим удалить какой-нибудь объект с фотографии.
Либо бывают вот такие фотографии, когда что-то попадает в кадр нежелательное. С помощью такого ПО можно легко эти объекты удалить. Нажимаем так быстро. Нажимаем. Хотел показать помедленней. Итак, заново. Запустили приложение. Далее нажимаем на вот этот плюс. Нажимаем на плюс, выбираем Object Remove. Нажали. И выбираем фото, которое хотим отредактировать. Выбрали. Далее выбираем Brush. Нажимаем, чтобы он подсветился зеленым. И аккуратно по самому краю обводим тот объект, который хотим удалить из фото. Обводим сначала, потом и внутри закрашиваем, не оставляя белых следов. И нажимаем Go. Нажали, ждем. Все, редактирование завершено. Как видите, объекта нет. Получается, с каждым фото по-разному качество. Где-то чуть хуже, где-то чуть лучше, зависит от самой фотографии и фона, который за тем объектом, который мы удаляем. Но тем не менее, в качестве простого и быстрого метода вполне себе отлично. На этом все. Если видео было полезным, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал. Всем пока.